Спасибо. Приглашаю следующего докладчика, преподаватель музыкальной школы на площади Томаса Манна, город Хемниц, Германия, Казанцев Тимофей Дмитриевич. Тема сообщения «Нотный редактор как инструмент композитора, а не издателя. Концепции и рабочий прототип». Здравствуйте. Меня слышно? Да, вас слышно Да, хорошо. отлично. Мой доклад состоит из 3 частей, каждая из которых достойна лекции. Первое – это, собственно, описание проблемы и почему я отношусь к ней настолько серьезно, что за последние 1,5 года потратил на нее больше 3 месяцев своей жизни. И также я покажу 2 концепции организации нотного редактора. Одна концепция, основанная на графике, образно выражаясь, очень умный нотный листок с карандашом. Она так до сих пор ждет своей реализации. А вот для второй, на основе живой импровизации в MIDI, я написал минимальный рабочий прототип на Python, а теперь пишу уже взрослую версию на Rust. Не могу сказать, что я покажу какие-то совершенно немыслимые доселе принципы работы. Так или иначе, похожие элементы появляются то в одном редакторе, то в другом. Но комплекса, в котором я мог бы полноценно использовать в работе, до сих пор найти мне не получилось. В этом коротком докладе я просто попытаюсь пробудить в вас интерес к такому повседневному инструменту, как нотный редактор, а также через призму работы с этим инструментом я сформулирую 3 в чем-то банальные мысли, которые повлияли на мой творческий процесс. Вот, собственно говоря, эти 3 мысли. Мне кажется, что в нашем творчестве мы, как бы это громко ни звучало, ограничены возможностями наших инструментов. Я еще раз вспомнил, насколько сильно это ограничение, когда смотрел интервью со скороносным кинокомпозитором Хансом Циммером. Он почти для каждого фильма совместно со своими музыкантами изобретает и новые инструменты, и техники исполнения на них. И эта черта Циммера мне очень импонирует. Он всегда звучит по-разному, но ты всегда безошибочно узнаешь его среди других. А вот теперь один гипертрофированный, но тем не менее очень близкий к телу пример влияния нотного редактора на творчество. У меня есть 2 коллег, которые очень плохо видят. Один пианист, а другой композитор. И для обоих компьютер является главной возможностью заниматься своими профессиями. Без компьютера даже прочитать нотный текст становится почти невозможно. Так же, как и написать. С одним моим другом, с композитором, мы осваивали Sibelius с программой экранного доступа вместе. Это подвиг. У меня нет другого слова, чтобы описать актуальный процесс сочинения произведения с помощью компьютерной клавиатуры и говорилки. Даже передвигаться по партитуре с помощью клавиатуры нетривиально. Не говоря уже о том, что писать приходилось начисто, учитывая все мелкие особенности нотного редактора. Допустим, в Sibelius 7 версии, которая совместима с Windows 7, приходится сначала прописывать 3-й, потом 2-й, только потом 1-й голос в такте. После того, как текст набран, отредактировать 2-й или 3-й голос не получится. И с первого взгляда кажется, что это торжество человеческого разума и целеустремленности, как у Бетховена, писать современную талантливую музыку вопреки своему недугу. Но, на мой взгляд, это профессиональная трагедия, почти непреодолимый барьер. За последний год наш коллега не написал ни одного произведения. Не потому, что у него в голове нет музыки, а потому, что надо каждый раз совершать этот подвиг. Я вот себя композитором не считаю и целенаправленной композиторской деятельностью не занимаюсь. Но за этот год у меня получилось написать 1,5 фортепианных цикла обработок и 1 хор. Просто потому, что мой процесс работы на порядок быстрее и удобнее, чем у моего коллеги. Это был радикальный пример, но даже менее значительные ограничения наших инструментов влияют на стиль нашей работы, а соответственно и на результат. Я несколько лет как аранжировщик работаю в тандеме с Тихоном Хренниковым-младшим, и мы стали хорошо чувствовать свои сильные и слабые стороны. Тихон – академичный композитор, который большую часть жизни проработал на бумаге. Нотный редактор для него лишь интерактивный нотный листок. А у меня в детстве в комнате стоял синтезатор, и с 7 лет я играю с MIDI в разных DAW на виртуальных инструментах. И я занимаюсь нотным текстом только по необходимости, если нужно вывести партитуру из звучащей композиции. Я с огромным удовольствием играю те партитуры Тихона, которые приходится озвучивать, потому что они используют те возможности инструментов, которые нетривиальны для изображения виртуальными инструментами. А с другой стороны, мне гораздо легче работать со сложными текстурами, с синтезаторами и ударными, просто потому что я сразу нацелен на готовый звучащий результат. Так вот, мои поиски оптимального процесса композиции начались еще на поздних курсах консерватории. Я заметил, что нотный редактор, его семантическая полнота, мне скорее мешает, чем помогает. Надо обязательно выбрать количество и состав инструментов.
размер, ключевые знаки, тратить время на запись полифонии, особенно если вдруг хочется добавить подголосок сверху. А это значит, что надо полностью поменять порядок голосов. Постоянно творческий процесс прерывается на то, чтобы зафиксировать мысль, как готовая к публикации нотный фрагмент. Хотя мне было достаточно просто наброска. И в этом отношении мне гораздо больше нравится нотный листок и карандаш. Но у нотной тетрадки нет волшебных 3 клавиатурных комбинаций. Ctrl-Z, Ctrl-C и Ctrl-V. На бумаге нельзя вставить такт посередине, а также нет легкого способа дублировать нотную тетрадку, положить ее в шкаф и потом достать, если вдруг понадобится более старая версия. И еще один секрет Полишинеля, который я уже открыл в процессе работы над своим воплощением нотного редактора, это то, что нотный текст и звучащее произведение – это 2 разных языка. Нотный текст – это графическое выражение композиторского замысла. В нотах нет временной компоненты, и они в принципе не детерминированы. Возьми несколько исполнителей, дай им одни ноты, и они сыграют разные произведения. Попроси ноты исполнить компьютер, произведение просто не состоится. В принципе, и через минуту я на примере напомню, что большая часть музыкального замысла может существовать вообще без возможности звуковой его интерпретации. А с другой стороны, обратный процесс гораздо более легок. Мы можем вывести ноты из того, что уже звучит. Вы видите список достоинств и недостатков нотного редактора издателя, традиционного нотного редактора Final, Sibelius, Muscore и нотного редактора композитора. Нотный редактор издателя поощряет традиционные способы нотной записи, и он наказывает за отклонение от нормы. Он помогает сделать текст интуитивно понятным большему количеству музыкантов, но он не рассчитан на радикальные изменения, просто потому что издатель набирает текст один раз. С другой стороны, нотный редактор композитора организован вокруг наброска. Он не требует семантической полноты и вообще хоть какого-то внятного набора музыкальных элементов. Он позволяет радикально менять текст и выстраивать семантику уже поверх неструктурированной записи. С другой стороны, нотный редактор композитора не обязан заниматься издательскими проблемами, и ему достаточно просто наладить коммуникацию с пакетами, предназначенными для этого. Вот представьте, допустим, вот фрагмент в нотной тетрадке, это я писал летом, и казалось бы, вот простой совершенно элемент, вот эти вот картошки, которые вдруг появляются из ниоткуда, мне их было удобно так сформулировать, и в принципе их даже удобно так и исполнять, потому что они, тоже участвуют в музыкальном замысле. Но для того, чтобы реализовать вот эту совершенно простую недетерминированную запись, в любом нотном редакторе надо сломать множество встроенных механизмов. То же касается работы с полифонией, допустим. Здесь мне не было важно количество голосов и то, где они расположены в такте, какие у них длительности. Мне надо было просто сделать музыкальную ткань. И этот процесс тоже гораздо легче делать на бумаге, чем на современных экранах. И давайте попробуем сейчас поиграть в композицию. У меня все примеры сегодня будут игрушечные, потому что очень мало времени. Но я надеюсь, что вы можете их как бы экстраполировать в более взрослую композицию. Карандаш мне нужен. Это тоже будет скорее демонстрация. Я этим занимаюсь с малышами, когда мы занимаемся с ними композицией, с литературой. Сначала мне хотелось бы разметить интонационную структуру этого стихотворения. Наша Таня громко плачет. Ой, все-таки не то. Карандаш. Наверное, все-таки вот этот. Что такое? О, нашел. Наша Таня громко плачет. Уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь. Не утонет в речке мяч. Вот эта интонация, это уже часть композиторского замысла. Мне интересно было бы процитировать песню Прокофьева на стихи Бартожа «Болтунья». Там в конце есть «никогда». И мне кажется, что здесь было бы интересно вот эту цитату вставить, как такой диалог с поэтом и с другим композитором. Что же дальше у нас по замыслу? В структуре этого стихотворения, мне кажется, переломный момент наступает на словах «не плачь». И поскольку мы как бы нарушаем состояние нашей героини, нашей Маши,
то я бы здесь использовал прерванный оборот, 6-я ступень. Так, значит, перед 6-й ступенью будет у нас доминанта, не плачь. Ну, там, допустим, субдоминанта. Сейчас. Субдоминанта, 2-я ступень, доминанта 6-я. Отлично. Теперь вот этот фрагмент субдоминанта 2-я, можно его, допустим, протиражировать на начало. Наша Таня громко плачет, значит, тоника минорная будет. Плачет. Уронила. Уронила. Вот тут мне было бы интересно отклониться. Значит, допустим, субдоминанта пусть будет соль минор. Значит, соль минор будет равна 2-й ступени. Потом у нас будет доминанта. Отклонение в параллельный мажор, в мажорную тонику. И мы ее приравняем потом обратно к 3-й ступени, да? Отлично. Тише, Танечка, не плачь. Каданс. Каданс. Сейчас мы его нарисуем. Каданс. Доминанта. Тоника. Пусть будет мажорная тоника в конце. Отлично. Смотрите, я еще не написал ни ноты, но у меня уже есть что сыграть. И мне бы хотелось, чтобы мой нотный редактор, которым я пользуюсь, уже это все озвучил. Ой. Да, наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мячик. Вроде бы работает. Но теперь добавим нотный стан. Тональность я уже выбрал. Тоже поставим ре минор. Ноты я уже подготовил, но в принципе там можно было бы тоже с ними поиграть. Вот выражение этой интонации. Сначала у меня тут была нота си. Тише, Танечка, не плачь. Но я подумал, что это слишком назойливо, поменял на ля. Тише, Танечка, не плачь. Ну и сразу сюда же. Не утонет в речке мяч. Отлично. Наша Таня громко плачет, наша Таня громко плачет. А дальше, смотрите, уже видно по этим элементам, что у нас интонационно мелодия близкая. Мне остается только решить, как это лучше проиллюстрировать. Мне кажется, что было бы важно дать какой-то новый виток, то есть поднять немножко мелодию. Уронила в речку, тут доминанта, мячик. Уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. И нам осталось только проставить тактовые черточки. Сейчас я сделаю тактовую черточку. Значит, наша Таня громко плачет. Там будет пауза. Уронила в речку мячик. Тише. Так, ну точно тут будет. Уже понятно, что у нас 2/4 размер. Не плачь. Значит, здесь будет тактовая черта. И вот здесь получается непонятный такой момент. Уронила в речку мячик. Пауза. Тише. Получается, что здесь такт на 1/4. Это неправильно. Давайте попробуем заменить. Значит, как звучало до этого? Уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь. Но это у нас не очень похоже на тот размер, который уже присутствует. Попробуем просто 2/4. Уронила в речку мячик.
Тише, Танечка, не плачь. По-моему, получилось даже выразительнее. То есть вот такой вот процесс итеративного улучшения произведения, когда у нас нету каких-то жестких рамок, но мы их сами потом постепенно себе выстраиваем, он позволяет вносить, мне кажется, должное разнообразие в процесс. Но, к сожалению, вот такой вот графический концепт, это пока только концепт, видите, это все сделал в графическом редакторе. Мне пришлось выписать много разных элементов, которые я теперь тиражирую. И, конечно, хотелось бы видеть что-то более готовое для такого рода работы, чтобы оно потом конвертировалось уже в более машиночитаемый формат. Но для этого нужно организовать совершенно другую структуру данных, в которой хранится вот этот музыкальный материал. И это большая пропасть, в которую я бы с радостью погрузился, у нас нет на это времени. А самое интересное, что я всегда с большой завистью в этом отношении смотрю на цифровых художников, потому что у меня ощущение, что мы существуем совершенно в разных технологических эпохах. У них подобный инструмент, который я сейчас описал, есть с начала нулевых годов. Программа называется ZBrush. Она позволяет брать болванку и лепить модель как из глины. Это был в свое время новаторский подход, который совершенно изменил то, как выглядят 3D-объекты. Видите, она совершенно пока бесформенная, но художник с ней работает именно как с глиной, с привычными методами и привычными инструментами. Потом идет детализация этого объекта, в нашем случае дракона. Он потихоньку обрастает теми деталями, о которых до появления ZBrush, допустим, художники не могли мечтать. И впоследствии нужно только сделать процесс, который называется ретопология. Для того, чтобы объект анимировать, у него должно быть малое количество точек, которыми оперирует художник. Но если подходить к этому со стороны технической необходимости вот этого малого количества точек, то получается вариант, который мы видели в первых мультиках в студии Pixar. Это 2 кадра из серии мультфильмов «История игрушек». Смотрите, как трансформировалась, я не знаю, как художественный облик их персонажей. Первый мальчик сделан скорее программистом, чем художником, а второй сделан скорее художником, чем программистом. Вот. И этот процесс сейчас облегчен и автоматизирован. Вот готовая модель, которую художник разлиновывает для анимации, и фактически самостоятельная программа уже делает за него всю работу. Вот. Я же сейчас занимаюсь другой концепцией. Иногда, как пианист, я замечал, что некоторые части произведения композитор написал в поте лица, карандашом в тетрадке, там, используя много бумаги. А некоторые моменты произведения он просто сыграл, и вот как он сыграл, так оно и осталось в произведении. И в процессе своей творческой жизни я понял, что мне, как пианисту, гораздо больше нравятся фрагменты второго типа. Поэтому, когда я делаю что-то для фортепиано, я стараюсь сразу импровизировать и немножко развил этот навык, чтобы очень было физиологично все играть. И сейчас, опять же, достаточно простой пример. У меня есть мелодия, которую я примерно накидал в гармонизацию, но я сейчас покажу, как этот процесс выглядит, когда я работаю. Тимофей Дмитриевич, знаете, у вас 3 минуты. Хорошо? И так далее. Если бы я сейчас перевел это прямо в ноты, оно бы выглядело примерно так. Ни метра, ни структуры, ни разделения по рукам. Я сейчас натяну на этот MIDI-файл сетку. Это отрежем. Потом у меня были огрехи в исполнении.
будет все-таки фа диез. Обратно привязываю к сетке, нет, отвязываю от сетки. Первый такт. Второй такт. Третий такт. Четвертый такт. И так далее. Ограничимся маленьким фрагментом. Дальше он уже почти находится в сетке, я его просто кроматизую. Протягиваю те голоса, которые мне нужны. Это будет правая рука, второй голос. Это все играет левая рука. Так. И если я все сделал правильно, да, как я и говорил, это пока очень ранняя версия программы, которая не всегда корректно отрабатывает то, что я от нее прошу. Попробуем еще разок. Да, получилось. И вот у меня уже готовый фортепианный фрагмент, который я могу изменять как хочу. Допустим, если мне хочется перевести вот эти ноты в правую руку, я просто это перекину одним клавиатурным сокращением. Пожалуйста. Потом можно их вывести во второй голос. И вот таким образом живая импровизация постепенно размечается уже в готовый семантический вариант. Я передаю потом вот эту информацию, которую я считываю с MIDI, в отдельный рендер-движок Lillipond, который используется для того, чтобы красиво писать нотный текст, и он мне делает картинку. И тут очень много разных аспектов, о которых я боюсь, я сейчас не успею рассказать, но просто для примера покажу, что мне удавалось уже на этой версии выводить из секвенсора. То есть тут нотация для перкуссии. Очень интересно было менять нотацию для литавр, потому что они у меня разложены по котлам, то есть 4 клавиши отвечают за 4 котла, но они не отвечают за звуковысотность. И очень много вот таких вот мелких вещей, в каждой из которых отдельный интересный рассказ, как разработчика. Вот. Но я надеюсь, что было интересно посмотреть, чем может стать нотный редактор в нашем будущем. И я также кидаю ссылку на мой репозиторий, где я разрабатываю финальную версию. Я надеюсь, что где-то в феврале, может быть и в марте, будет самая-самая первая ранняя версия, которую можно будет хотя бы так посмотреть на нее, потыкать, попользоваться. Вот. Спасибо. Спасибо, Тимофей Дмитриевич. Есть ли вопросы у слушателей дистанционных, очных? Вопросов нет. Тема действительно такая. Она на протяжении многих лет уже обсуждается о большей творческой свободе, да, для исполнителя, пишущего музыку и передающего ее в нотный текст через компьютерные инструменты. И в свое время популярные нотные редакторы за это как раз и критиковали, что они придерживаются очень жесткой, метрической структуры вот этой заданной сетки. И, собственно, мы сейчас, Тимофей Дмитриевич, в вашем исполнении увидели, да, как раз борьбу с этой сеткой. Спасибо.